Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы посмотрим на новинку от компании StrikeArt, пусковое устройство для VOG Тюльпан Малыш 2.0. Первая версия малыша была выпущена весной этого года и была, как бы это помягче сказать, не очень. Основные претензии были к внешнему виду и качеству изготовления корпуса и, возможно, надежности. Я, конечно, не видел ни одного поломанного от выстрела ствола, но народ вроде как сильно сомневался, поэтому авансом припишем этот недостаток. В любом случае, народ настолько негативно принял внешний вид этого устройства, что StrikeArt буквально загнобили. Вняв критики, они доработали пусковое устройство, и сейчас я держу обновленную версию, которая выглядит на порядок лучше. Для чего вообще нужно такое пусковое устройство в таком форм-факторе? Да все просто, это прямой ответ производителя запросам покупателей. И главной предпосылкой к созданию малыша стал дикий спрос на мушкетоны от Сима с адаптерами для VOG Тюльпан. Сколько бы люди ни говорили про антураж, маркировки и все остальное, все равно большинство покупает максимально простое, дешевое и эффективное пусковое устройство. А пока спрос на дешевизну и эффективность велик, такие продукты будут иметь полное право на существование. Читая комментарии к анонсу Малыш 2.0, до меня вдруг дошло, что многие не понимают позиционирования и применения VOG Тюльпан от StrikeArt, которыми стреляет Малыш 2.0. Поэтому я уделю этому немного внимания. VOG Тюльпан в первую очередь это альтернатива ручной гранате, которую ты можешь отправить в противника дальше и точнее, чем это можно сделать рукой. Причем сделать ты это можешь из какой-нибудь неудобной позиции, где нормально бросить рукой просто не получится. Например, из положения лежа, из-за неудобного угла или через не сильно большое отверстие в стене. Тюльпаны не имеют избыточной энергии, что позволяет их применять на очень популярных в страйкболе дистанциях от 30 до 50 метров, где дальность других выстрелов может быть избыточной. А если зарядить пусковое устройство условно-дробовым выстрелом, то оно становится эффективной штукой для поражения нескольких противников на коротких дистанциях и в различных коридорах. Например, я лично наблюдал несколько удачных применений дробовых тюльпанов моими сокомандниками. Из области применения выстрелов следует, что пусковое устройство должно быть легким, максимально простым и компактным, а еще лучше дешевым, и Малыш 2.0 именно такой. На текущий момент это самый компактный страйкбольный гранатомет на рынке. Он без проблем помещается в универсальную кобуру для пистолета или даже в подсумок для магазина. И да, он компактнее и легче, чем мушкетон. Более того, он компактнее многих страйкбольных пистолетов. На текущий момент Малыш является самым бюджетным пусковым устройством для пиротехнических выстрелов. Например, в магазине Бабахи он стоит 4000 рублей. Для сравнения, средняя цена на мушкетон без скидок по России составляет 4500 рублей. А для мушкетона нужен еще и адаптер, который стоит минимум 800 рублей. Подвижная деталь в Малыш 2.0 одна – это спуск. Ход спуска умеренно тугой и длинный, нажатие четкое. Ломаться в Малыше практически нечему, в отличие от того же мушкетона, у которого часто ломается хрупкий силуминовый фиксатор ствола. Корпус гранатомета с пистолетной рукояткой выполнен из пластика методом литья. StrikeArt наконец разобрались с литьем, и теперь он не выглядит как напечатанный на 3D принтере. Внешний вид простой и аккуратный. Пластик ударопрочный и способен переносить страйкбольные нагрузки. Ствол выполнен отдельной деталью из алюминиевой трубы. На первой версии он был пластиковым и одним целым с рукояткой. Конструкция разборная, а это значит, что в случае каких-то поломок гранатомет можно разобрать и починить. В задней части малыша имеется окошко со светодиодным индикатором для проверки работоспособности гранатомета. При нажатии на спуск, если заряда аккумулятора достаточно, светодиод загорается синим цветом. Если при нажатии на спуск светодиод не горит, значит аккумулятор разряжен. Питание происходит от встроенного литий-полимерного аккумулятора, полной зарядки которого хватает примерно на 100 выстрелов. Есть защита аккумулятора от переразряда. Заряжается малыш от USB через специальный переходник, идущий в комплекте. Полная зарядка занимает всего 30 минут. Переходник подключается к тому же разъему, что и выстрелы внутри ствола. В этом есть как свои плюсы, так и минусы. Минус это то, что для зарядки нужен адаптер, и если вы его потеряли, придется паять такой же. Плюсы это то, что нет никаких дополнительных разъемов, в которые может попасть грязь или пыль. А в страйкболе оно туда обязательно попадет. Стрелять из малыша очень просто. Вставляете VOG, наводите на цель, нажимаете спуск и бабах. Вынимаете гильзу и по новой.
Прицельных приспособлений тут нет, но на таких дистанциях они особо-то и не нужны. Из практики могу дать совет, что при установке выстрела нужно слегка прижать его с небольшим усилием, чтобы контакт на гранатомете соединился с контактом на корпусе ВОГа. Если вы какое-то время носили гранатомет с выстрелом в стволе, то перед стрельбой нужно убедиться, что корпус ВОГа не отошел от контактов. К минусам можно отнести отсутствие предохранителя. Если вы переносите малыш с заряженным ВОГом, не стоит его кидать в рюкзак с предметами, которые могут случайно нажать на спуск. Лично я рекомендую носить малыш в разряженном состоянии или переносить его в кобуре с защитой от случайного нажатия. В итоге можно сказать, что если вы ищете простое и дешевое устройство для стрельбы ВОГ Тюльпан, то это Малыш 2.0. Конечно, его никогда не примут игроки, которые ценят реализм и антураж. Но с другой стороны, любимый народом мушкетон — это точно такая же вымышленная штуковина, у которой нет боевого прототипа. Что думаете по этому поводу вы, можете написать в комментариях. А у меня на этом все. С вами был Евгеньевич. Не забывайте поставить уверенный палец вверх, подписаться на канал, нажать колокольчик, потому что только тогда вы увидите, что выходят новые видео. До скорого!